Вечернее солнце мягко скользило между небоскребами Сиэтла, окрашивая улицы в золотистый свет. Толпа спешила, люди проходили мимо друг друга, не замечая лиц. Среди этого движения шли Джонатан и его невеста Кейтлин. Она держала в руках документы, они только что оформили покупку квартиры. Все, казалось, наконец стало на свои места. Новый дом, предстоящая свадьба, тихое чувство стабильности. Но в душе Джонатана оставалась тень. Он улыбался Кейтлин, но мысли блуждали далеко, туда, где время остановилось 7 лет назад. На тихой улочке с кирпичными домами Кейтлин вдруг остановилась. У обочины, прислонившись к стене, сидела худенькая девочка в рваной одежде. Лицо скрывалось за спутанными волосами, ноги были босыми, глаза потухшими. Джонатан замер. Что-то в ее взгляде ударило прямо в сердце, как будто в нем отозвалась старая боль. 7 лет назад он потерял жену и 6-летнюю дочь Эмили. Тогда, после ссоры, они уехали в дождливую ночь. Позже нашли лишь обломки машины у залива и тело жены. Девочку так и не нашли. Поиски тянулись месяцами, пока все не сказали ему «смирись». Но он не смог. Теперь, глядя на эту девочку, он почувствовал тоже необъяснимое притяжение, как к чему-то родному. Он подошел ближе. Девочка подняла глаза. И на миг, короткий, болезненно ясный, он увидел в них отражение прошлого. «Как тебя зовут?» — спросил он тихо. Губы девочки дрогнули. «Эмили». Мир вокруг словно исчез. Джонатан не дышал, только достал из кошелька старое фото. Он и его малышка на пляже улыбаются. Девочка смотрела на снимок долго, потом прошептала: «Это я». Он не поверил сразу. Но когда слезы скатились по ее лицу, он понял, чудеса все-таки существуют. Она рассказала, что очнулась после аварии в больнице далеко от дома. Кто-то приютил ее, сказали, что родители погибли. А потом жизнь пошла сама, приюты, улицы, одиночество. Позже, уже дома, Эмили сидела на диване, закутанная в одеяло, держа в руках старого плюшевого медвежонка, которого Джонатан никогда не выбросил. В комнате стояла тишина, не тяжелая, как раньше, а добрая, спокойная. Он наблюдал, как дочь засыпает, и чувствовал, что его мир наконец вернулся на место. За окном мерцали огни Сиэтла, отражаясь в стекле, будто город сам улыбался им. Иногда жизнь забирает все, чтобы однажды вернуть самое важное. Не громко, не с чудесами, просто в тишине, когда ты уже перестал ждать. И в ту ночь Джонатан понял, настоящая любовь всегда находит дорогу домой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.